Привет, фанаты BTS. Что происходит, когда два лучших друга, два брата, два человека, которые были вместе больше 10 лет, внезапно вынуждены расстаться? Каково это, когда слово «прощай» больше не просто диалог в песне, а горькая реальность, которую нужно сказать среди объятий и слез? Этот вопрос висит в умах миллионов фанатов BTS, ARMY, после трогательного момента, который стал вирусным между Чингуком и Тэхёном V в конце их военной службы. Эти двое, которые были известны как компактный дуэт, наконец должны были пойти разными путями. Тэхён был назначен в Дивизион 2, а Чингук присоединился к Дивизиону 5. Однако их разрушил не разрыв отношений с миром развлечений, а разрыв отношений с другими новобранцами и особенно друг с другом. Атмосфера на военном полигоне в тот день была мрачной. Ветер дул тихо, словно не желая нарушать тишину, окутавшую солдат. Среди толпы в зеленой форме две фигуры стояли лицом к лицу, Тэхён с горькой улыбкой, Чингук со слезами на глазах. «С тобой все будет в порядке», — сказал Тэхён, пытаясь казаться спокойным. Но его голос оборвался на полуслове. Чингук кивнул, но затем опустил голову. «Мне жаль за все». За что он извинялся? Этот вопрос тут же заполнил ленты социальных сетей. Несколько источников из числа участников обучения сообщили, что Чингук чувствовал себя виноватым из-за того, что не смог остаться в одном подразделении с Тэхёном. «Он всегда хотел защитить Ви, но теперь они разлучены», — сказал один из новобранцев, отказавшийся назвать свое имя. Раньше многие думали, что самым эмоциональным моментом было то, когда они впервые приступили к обучению. На самом деле, именно в конце периода военной базы их эмоции действительно взорвались. Тэхён, известный своей молчаливостью и таинственностью, казался самым эмоциональным. Он крепко обнимал каждого новобранца, включая Чингука, и шептал что-то, что знали только они двое. Между тем, Чингук, которого всегда считали жизнерадостным Макне, самым молодым участником, казался самым опустошенным. Несколько раз он опускал голову, вытирал глаза и даже извинялся перед Тэхёном. «Я не хотел, чтобы мы расставались вот так», — сказал он, по словам очевидцев. Ранее ходили слухи, что Чингук и Тэхён не согласились с решением военных. Однако его товарищи по дивизиону это отрицали. Они были очень близки. «Именно потому, что они были слишком близки, это расставание ощущается тяжелее», — сказал один солдат. На самом деле, они всегда полагались друг на друга. В мире развлечений они были товарищами по группе. Во время военной подготовки они поддерживали друг друга, когда наступала физическая и моральная усталость. Теперь им придется пройти оставшуюся часть обязательной военной службы, не имея возможности видеться каждый день. Реакции в социальных сетях были разными. Некоторые были тронуты, некоторые были шокированы, а некоторые даже задавались вопросом, почему этот момент прощания может быть таким драматичным. «Я думал, они расстанутся только после окончания базовой подготовки, но оказалось, что их чувства настолько глубоки», — написал один фанат. За что извиняется Чингук? Есть что-то, чего мы не знаем. Задавались вопросом некоторые. Некоторые даже связывали это с распадом BTS в целом перед перерывом. Но этот момент, очевидно, доказал одно: связь Тэхёна и Чингука была крепче, чем кто-либо мог себе представить. Теперь эти двое продолжат нести свою службу в своих подразделениях. Тэхён служит в спецподразделении с более плотным графиком, а Чингук — в пехотном полку с такой же жесткой подготовкой. Они не смогут видеться так часто, как раньше. Но одно можно сказать наверняка. Поддержка ARMY никогда не прекратится. Возможно, это не конец, а начало их новой борьбы как воинов, и однажды, как целого BTS. Никто не ожидал, что временное расставание двух участников BTS оставит такие глубокие раны. Для многих военная служба — это просто рутина, но для Чингука и Тэхёна это первый раз за более чем десятилетие, когда они были разлучены не только с группой, но и друг с другом. До сих пор мир видел их только как 2 из 7 участников BTS, которые, кажется, всегда ладят. Однако за кулисами их связь гораздо глубже. Они дебютировали вместе подростками.
прошли через тяготы тренировок, пережили взлеты и падения успеха. И выросли в одном центре внимания. Они не просто участники группы, а братья, которые полагаются друг на друга. По словам источников, близких к BTS. И Тэхён, и Чингук на самом деле морально готовились к службе в армии. Однако ничто не могло подготовить их к внезапному чувству потери, которое пришло, когда они поняли, что не будут находиться в одном месте месяцами. Они всегда были друг у друга. Даже когда они были напряжены из-за своего плотного графика, они знали, что есть кто-то, кто понимает их, не говоря много слов, сказал источник. Теперь им придется адаптироваться к новой обстановке, новым друзьям и новым вызовам, без возможности поддерживать друг друга, как раньше. Когда видео их прощания стало вирусным, одно, что сразу привлекло наше внимание, было выражение лица Чингука. Обычно известный как самый веселый и энергичный участник. Он выглядел эмоционально истощенным. Его глаза были налиты кровью, плечи опущены, а голос был еле слышен, когда он сказал «мне жаль». Многие рассуждали о том, за что именно он извинялся. Может, потому, что он не мог быть в одном дивизионе с Тэхёном? Было ли это потому, что Тэхён не чувствовал, что получает достаточно поддержки во время практики? Или это из-за чего-то более личного, что неизвестно публике? Между тем, Тэхён, который часто кажется равнодушным и которого трудно понять, не мог скрыть своих эмоций. Он крепко обнял Чингука, как будто не хотел его отпускать. Его выражение лица говорило само за себя. Это было больше, чем просто временное прощание. Речь шла о том, чтобы оставить часть себя, которая всегда была рядом с ним. Социальные сети немедленно заполонили ответы. Фанатов, которые не могли скрыть своего шока. Я не могу видеть Чингука таким. Обычно он всегда сильный, но на этот раз он выглядит полностью сломленным. Написал один фанат в Твиттер. Что на самом деле произошло между ними? Почему этот разрыв ощущается как нечто большее? Спросил другой. Некоторые даже связывали это с давним соперничеством или напряжением внутри группы. Хотя нет никаких конкретных доказательств, подтверждающих это. Ясно, что этот момент доказывает одно: их связь нельзя недооценивать. Во время базовой подготовки Чингук и Тэхён были замечены вместе. Они поддерживают друг друга, тренируются вместе и часто обсуждают что-то во время перерывов. Однако, когда было объявлено о разделении дивизий, все изменилось. Тэхён с его тихим, но стратегическим прошлым был помещен в специальную дивизию, которая требовала высокого интеллекта и точности. В то время как Чингук с его сильным телосложением и высокой дисциплиной был помещен в пехотный полк. Изначально они оба приняли это решение с открытым сердцем. Однако, когда настал день расставания, сдерживаемые эмоции наконец выплеснулись наружу. Теперь они должны отслужить оставшуюся часть своих военных обязанностей в разных местах. Тэхён сосредоточится на определенных задачах, которые требуют спокойствия и точности, в то время как Чингук столкнется с более интенсивной физической подготовкой. Но одно можно сказать наверняка: армии будут продолжать ждать их. И когда они, наконец, закончат военную службу и вернутся в BTS, их дружба, вероятно, будет крепче, чем когда-либо. Потому что они узнали значение потери. И ценность того, кто всегда понимает. Только время покажет. Но одно можно сказать наверняка. Мир никогда не видел такой крепкой дружбы. И когда они, наконец, воссоединятся, пролитые слезы, скорее всего, будут не слезами разлуки, а слезами радости от того, что они, наконец, снова вместе. Утренний бриз мягко дует через военную учебную зону, неся с собой мелкую пыль, которая дрейфует между рядами солдат, стоящих по стойке смирно. Среди толпы в оливково-зеленой форме. Две фигуры смотрят друг на друга. Со взглядом, который говорит больше, чем слово. Тэхин с его обычной улыбкой, которая может поднять настроение. На этот раз выглядит горьким. Чингук, чьи глаза обычно сверкают страстью.
теперь затуманен одеялом неизбежной грусти. Голос Тэхёна едва слышен, но этого достаточно, чтобы Чингук затаил дыхание. На этот простой вопрос оказалось сложно ответить. Они всегда верили, что смогут преодолеть любые препятствия. От изнурительных дней стажерства, давления мира развлечений, до ответственности быть мировыми идолами. Но в этот раз все было по-другому. Впервые. Они не могли заверить друг друга, что все будет хорошо. «Мы должны», — наконец ответил Чингук хриплым голосом. Но убеждал ли он Тэхёна или себя, никто не знал. Когда прозвенел последний звонок, Тэхён крепко обнял Чингука. Они оба молчали, но вибрация в их плечах говорила громче всего остального. Несколько других новобранцев отвернулись, давая им пространство для этого последнего момента.